Ответ Европы и НАТО на орешник. Что готовят Москве и кто требует ликвидации Зеленского? Скандал после атаки. В Кремле призвали Путина остановиться, обращение окружения и полный отказ от уступок. Детали. Подлая подножка, саботаж внутри Альянса, план военной помощи Украине заблокирован Лондоном. Жуткий удар по скоплению силовиков и военных, десятки погибших, режим чрезвычайной ситуации введен. Штурм и штурм для оппозиции, правоохранители прорвали баррикады, столкновения в Турции, Эрдоган отдал приказ. ЧП в семье президента, экстренное заседание правительства созвано. Нетаньяху получил добро на удары, Макрон ставит условия Лукашенко, а Финляндия может начать переговоры с Москвой. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время прятку», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 25 мая на календаре, спасибо за поддержку, и я начинаю. Неожиданная подножка со стороны союзников. Британия внезапно выступила против нового плана НАТО, который продвигает генсек Рютте по военной помощи Киеву. Лондон вместе с Францией, Италией, Испанией и Канадой заблокировал инициативу, которая обязывала союзников тратить на военную поддержку Украины не менее 0,25% ВВП. Об этом пишет The Telegraph. Для Британии это особенно чувствительный удар по репутации. Страна считается одним из самых твердых сторонников Киева, но в этот раз оказалась среди тех, кто сказал «нет». Генсек НАТО Марк Рютте признал, что помощь Украине внутри Альянса распределяется неравномерно, а некоторые страны по-прежнему платят меньше, чем могли бы. На этом фоне внутри НАТО все громче звучит раздражение в адрес крупных экономик, которые, по мнению союзников, не тянут свою часть нагрузки. Далее цитата. Большая часть претензий направлена в адрес Франции, Испании, Италии и Канады, которых неоднократно обвиняли в том, что они не вносят свой справедливый вклад. Эти страны, три из которых являются третьей, четвертой и пятой по величине экономиками Европы, отстают от многих своих более мелких союзников по объемам помощи. В Украине ликвидируют последствия одного из самых масштабных российских ударов за время войны. Лишь на протяжении 15 часов представители службы чрезвычайных ситуаций тушили пожары, возникшие в Киеве после атаки. Каковы последствия и куда прилетело, показал сам Зеленский. Он посетил в Киеве основные места прилетов. Это в первую очередь известная Лукьяновка, которая за последние 4 года неоднократно становилась целью россиян из-за расположения в том районе некогда военных объектов. Однако накануне там полностью выгорел рынок и торговый центр. В украинском Минобороны заявили, основную часть ущерба вновь нанесли ракеты. Их было слишком много для ресурсов украинской ПВО. Далее цитата. «Я считаю, что цели в Киеве были выбраны противником лишь как формальный предлог для удара по городу. Например, завод на Лукьяновке, где за годы войны ракетами давно уничтожено все, что можно было уничтожить, или территория командования сухопутных войск, где с первого дня войны никого нет, как и на всех подобных объектах в Киеве». В Киеве при обстреле пострадали 10 культурных и общественных объектов, включая Национальный музей, библиотеку, музей Чернобыль, здание МИД, театры, многоквартирные дома. Один из обсуждаемых объектов – это и здание Кабмина, где вылетели окна, а также дом, в котором есть квартиры Зеленского и Тимура Миндича, фигуранта дела Мидас о коррупции. Высмеиваются в соцсетях и места прилета орешника, который использовался Россией во время атаки, и это подтвердила Минобороны РФ. Речь о гаражном кооперативе в Белоцерковском районе, который, вероятно, находится около одного из также некогда военных объектов. Отмечу при этом, в странах НАТО и ЕС уже осудили Россию и уже готовят ответ. В Брюсселе заявили, что придут к обсуждению нового давления на Россию. Кая Каллас и Макрон фактически синхронно написали, что такие атаки Путина говорят о панике в Кремле и тупике. Франция осуждает эту атаку и применение баллистической ракеты «Орешник», что прежде всего свидетельствует о своего рода паническом бегстве вперед и тупике российской агрессивной войны. Украина же созывает экстренное заседание Совбеза ООН. В МИД заявили, что помимо ООН еще и ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать, далее цитата, «адекватный и жесткий ответ агрессору». Конец цитаты. Путин пытается запугать Украину, нанося удары по гражданскому населению и разрушая жилые дома, музеи
музеи, школы и объекты критической инфраструктуры. Он также пытается запугать весь мир, применяя баллистические ракеты средней дальности по мирным городам. Все это требует решительных и скоординированных действий международного сообщества. Отмечу, что атака активно обсуждалась среди Z-военкоров, те возмущены результатом, требуют от Путина снять негласный мораторий, далее цитата, на ликвидацию главарей киевского режима, конец цитаты. Представители Z-сообщества пишут в своих пабликах, что пора перестать кормить бабушек у телевизоров рассказами о том, какой враг. Некоторые паблики даже опубликовали имена тех, кто является для России главной целью. Послушайте. Мадьяр, Бровди, Флэш, Буданов, Сырский, Зеленский и еще с десяток руководителей прежде всего силового блока должны быть ликвидированы. Это должно стать одной из самых приоритетных задач для специальных служб, частей и отдельных подразделений ГУ, Генерального штаба ВС РФ, СВР, ФСБ и оперативных, специально созданных для выполнения именно этих задач структур. России нужен новый СМЕРШ. Напомню, что на прошлой неделе сам Зеленский говорил, что Украина получила доступ к документам России, в которых говорилось, что Москва охотится на военно-политическое руководство Украины. Накануне он добавил, что за этот удар Москва получит адекватный ответ, а Россия, в свою очередь, назвала атаку ударом возмездия за прилет по общежитию в Старобельске. Первый контакт за 4 года. Срочный звонок из Парижа в Минск. Мировая пресса обсуждает связь Макрона и Лукашенко, которая внезапно наладилась накануне в воскресный день и сразу после российского комбинированного удара по Украине. Пресс-служба Лукашенко уверяет, что этот звонок произошел по инициативе французской стороны. Деталей приводят немного. Цитирую. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности. Лукашенко услышал предупреждение от президента ядерной державы. Уже так о разговоре пишет французская пресса. Там уточняют, что Макрон призвал Минск не вмешиваться в войну против Украины на стороне России. Но и это еще не все требования Макрона, которые он озвучил Лукашенко. Также процитирую. Макрон подчеркнул риски для Беларуси, если она позволит втянуть себя в войну агрессии России против Украины, сообщил источник, пожелавший остаться анонимным. Он также призвал Александра Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений между Беларусью и Европой, добавил источник. Последний раз переговоры между Францией и Белоруссией состоялись в феврале 2022 года, буквально через 4 дня после того, как российские войска зашли на территорию Украины, в том числе с белорусского направления. Макрон призывал Лукашенко обеспечить вывод войск РФ с его страны и требовал, чтобы Лукашенко не становился вассалом и сообщником Путина в войне против Украины. Об этом говорилось в сообщении самого Макрона в сети X. Голосом Европы для переговоров с Путиным о завершении войны в Украине может стать президент Финляндии Александр Стуб. Именно его кандидатура теперь активно обсуждается в ЕС, хотя никаких официальных решений пока нет. Тема диалога Брюссель-Москва стала особенно актуальной на фоне опасений, что Евросоюз может остаться за бортом, пока ключевые переговорные процессы шли при участии США. Киев, в свою очередь, настаивает, Европа должна сидеть за столом переговоров и иметь сильное представительство. Но главная проблема в том, что сам Евросоюз пока не может договориться даже между собой, на каких условиях вообще можно начинать диалог с Путиным. Внутри Евросоюза, однако, сохраняются разногласия относительно условий возможных переговоров. Ряд стран настаивает на том, что диалог с Москвой возможен только после прекращения боевых действий и установления перемирия. Эту позицию, в частности, поддерживает Литва, президент которой, Гитанас Науседа, ранее заявил, что без прекращения огня говорить о переговорах преждевременно. Напомню, сам Путин говорил, что не прочь говорить с Европой, если ее представителем станет его старый друг, экс-канцлер Германии Шрёдер. Мерц тогда ответил, что Европа сама решит, кто будет садиться за стол переговоров. При этом в прессе уже всплывали имена Меркель, Каи Каллас и Марио Драги как потенциальных переговорщиков, но пока одним из главных кандидатов считается президент Финляндии. В Кремле призвали Путина остановиться. На фоне растущих проблем в экономике и убытков, которые несет бизнес, в частности из-за отключения интернета, первый замглавы администрации президента Кириенко вместе с Песковым пытались убедить Путина отменить свое решение и отказаться от жестких блокировок интернета в России, но Путин отказался идти на уступки. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в Кремле. По данным издания, российский интернет и ограничения в сети курирует ФСБ.
Один из собеседников газеты заявил, далее цитата: «Пока продолжается война, Путин будет делать ставку на силовые структуры». Конец цитаты. Тем временем сам бизнес говорит о надвигающейся катастрофе. В этом году издание цитирует слова одного из влиятельных предпринимателей России: «Настроение элит резко изменилось. Разочарование действиями Кремля глубокое. Никто не ждет обвала завтра, но растет ощущение, что принимаются бессмысленные и саморазрушительные решения». По словам анонимного собеседника, даже те, кто раньше защищал Путина, больше этого не делают, а чувство будущего исчезло. Цитирую. Однако люди, близкие к Путину, говорят, что его амбиции могут снова вырасти, если он почувствует, что Украина начинает рушиться. Тогда, по словам двух источников, знакомых с его мышлением, он может пойти дальше, форсировать Днепр и попытаться захватить все 4 украинских региона, аннексию которых Россия объявила в 2022 году, но которые до сих пор полностью не контролирует. Напомню, после 9 мая Путин говорил, что война якобы подходит к концу, но в Кремле это трактуют не как намек на компромисс, а как веру в скорый военный прорыв, говорится в материале. Режим чрезвычайной ситуации введен. Пакистанская провинция Белуджистан переживает непростые времена после страшного теракта. В городе Кветта больницы переведены на экстренный режим работы. По последним данным, жертвами теракта стали как минимум 24 человека. Более 70 получили ранения. Около 20 пострадавших находятся в критическом состоянии. Накануне смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, устроил удар по скоплению военных и силовиков, протаранив пассажирский поезд, в котором они ехали. Взрыв оказался настолько мощным, что 2 вагона перевернулись и загорелись. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф назвал атаку трусливым террористическим актом, а президент Асиф Али Зардари заявил, что боевики пытаются дестабилизировать страну. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная группировка «Освободительная армия Белуджистана», которая требует независимости от центрального правительства Пакистана. В заявлении, направленном журналистам, боевики сообщили, что целью был поезд, перевозивший сотрудников сил безопасности. В Турции штурмует оппозицию. Эрдоган зачищает политических конкурентов. В Анкаре силовики применили слезоточивый газ и ворвались в штаб-квартиру Республиканской народной партии, главной оппозиционной силы страны. Как сообщает Рейтер, полиция прорвала баррикады, чтобы выполнить решение суда и выгнать из здания лидера оппозиции Озгюра Озеля. В офисе политсилы начались столкновения между сторонниками лидера Озеля и правоохранителями. Напомню, несколько дней назад турецкий суд отменил итоги партсъезда 23 года, на котором главой оппозиции был избран Озель, и вернул этот пост Кемалю Кылычдароглу. Последний участвовал в президентских выборах и проиграл Эрдогану во втором туре. СМИ отмечают, в последние годы сотни членов оппозиции, в том числе занимающих выборные должности, были арестованы или осуждены по обвинениям в коррупции, которые партия отрицает. Нас можно только вырвать с корнем и выбросить отсюда. Они пытались вырвать нас с корнем и выбросить. Куда? На улице. Брат мой, мы не выиграли эти выборы и не сделали эту партию ведущей партией, сидя здесь. Мы сделали это на улицах, на площадях. Трамп дал Нетаньяху карт-бланш на удары по Ирану. Премьер Израиля после разговора с президентом США заявил, что Вашингтон полностью поддерживает право Израиля атаковать угрозы на всех фронтах, включая иранское направление и Ливан. Также в соцсети X Нетаньяху сообщил, что они с Трампом договорились. Любая сделка с Тегераном должна закончиться полным демонтажом иранской ядерной инфраструктуры, от объектов по обогащению урана до вывоза всех запасов обогащенного материала из страны. Немного ранее Нетаньяху опубликовал у себя на странице фото, сгенерированное искусственным интеллектом. На изображении плечом к плечу стоят Нетаньяху и Трамп и подпись: «У Ирана никогда не будет ядерного оружия». Армия Израиля готова к атаке и уже на низком старте, и в любой момент может возобновить войну против Ирана. Об этом уже пишет издание The Times of Israel, ссылаясь на начальника генштаба Цахал Эйяля Замира. Начальник генштаба также подчеркнул, что армия остается готовой немедленно вернуться к интенсивным боевым действиям и еще сильнее ослабить иранский террористический режим и его возможности на фоне продолжающейся напряженности в регионе. ЧП в семье
польского президента. Спецслужбы взломали дверь в квартиру Навроцкого. В Польше расследуют дерзкую провокацию. Неизвестный вызвал пожарных и скорую в квартиру президента Навроцкого в Гданьске. Аноним утверждал, что по указанному адресу случился пожар и у человека произошла остановка сердца. Спасатели оперативно прибыли на место предполагаемого ЧП. В квартире никто не откликался, поэтому пришлось взломать двери. Внутри никого не было. Вызов оказался фейковым. В польском МВД заявили, что полиция уже близка к раскрытию дела и виновные не уйдут от ответственности. Экс-глава военной разведки Польши Анджей Дерлатко не исключает, что данный инцидент может быть гибридной операцией восточных спецслужб, направленной на дестабилизацию страны перед выборами. После ложной тревоги о пожаре премьер Туск созвал экстренное заседание правительства. Он подчеркнул, что по закону за такие ложные вызовы грозит до 16 лет тюрьмы, но на практике наказывают крайне редко. Да, речь идет не о квартире президента, он там не живет, но это квартира его семьи, и провокация носит исключительно мерзкий характер. Это удар не только по чувству безопасности семьи главы государства, но и по самому ощущению стабильности и безопасности государства как такового. Вторая причина, по которой здесь нужно действовать очень быстро, это нарастающая волна чисто политических и конспирологических спекуляций. Кусок торта, который нельзя есть, уйдет с молотка. Стартовая цена более $2000. В Лондоне на аукционе Forum Auctions выставлен на продажу кусок фруктового торта со свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Напомню, торжество было весной 2011 года, а это значит, что сохранившемуся десерту стукнуло уже 15 лет. О деталях лота пишет Mirror. Этот кусок размером 7,5 на 5 сантиметров, и он до сих пор хранится в оригинальной памятной жестяной коробке с надписью «Уильям и Кейт, 29 апреля 2011». Сообщается, что тортик сохранила близкая подруга Кейт Джуда Кавана. В комплекте также 2 трогательные открытки от Кейт. Уникальные королевские сувениры будут проданы на следующей неделе, 28 мая. Отмечу, что кусок, конечно же, уже несъедобный. Свадебный торт для Уильяма и Кейт создала кондитер Фиона Кернс. Это был фруктовый торт высотой около 90 сантиметров с 8 ярусами, украшенный сахарными цветами. Весил он около 100 килограммов. По данным журнала People, гирлянды на торте были подобраны так, чтобы сочетаться с интерьером картинной галереи Букингемского дворца, где он был выставлен. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, что мне будет приятно, если оставите лайк, комментарий, сделаете репост этого видео. Хорошей вам недели и до встречи уже завтра.